Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Давненько не было видосов, как-то у меня каникулы новогодние, потом у меня был день рождения, как-то все так смешалось в один большой отдых, но все равно хочу снимать видосы, ну и пока, в принципе, новинок особо никаких не было важных. Но я решил покопаться в недрах своего разума и придумать новый топ, поэтому я составил десятку песен. Это известные крупные хиты, которые знакомы, я думаю, большинству людей, которые интересуются музыкой, которые никогда не попадали в чарт Billboard Hot 100. Как мы знаем, Billboard Hot 100 — это главный американский чарт, ну и, соответственно, так как Америка номер один по потреблению музыки, это главный чарт мира. Поэтому в своем топ-10 я хочу рассказать о 10 важных, интересных, крутых хитах, которые не попали в сотню чарта, то есть прям вообще просто пролетели мимо. Ну и без лишних предисловий давайте начинать. И место номер 10. На удивление, этот легендарный хит Битлов из их не менее легендарного альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band пролетел мимо чарта Billboard Hot 100. И что более удивительно, через несколько лет после релиза на эту песню кавер записал Элтон Джон. И что вы думаете, он не просто вошел в чарт Billboard Hot 100, он его возглавил. И также, чтобы не занимать лишние места в топ-10, я хочу сразу поговорить о другой песне Битлов, о их такой прям нетленочке, одной из их самых популярных песен «Here Comes the Sun». Here comes the sun, here comes the sun. Эта песня тоже не отметилась в чарте, но немножко по другим причинам, потому что она никогда не являлась синглом, хотя в итоге в течение истории стала одной из величайших песен Битлов. На 9 месте Blue Jeans из культового альбома Ланы Дель Рей Born to Die так и не попала в чарт Billboard, хотя у нее был промоушен, она с ней выступала, на нее вышел довольно популярный клип, который завирусился на YouTube. Но это не помогло Лане, хотя в Британии песня стала хитом, вошедшим в топ-40 чарта. Но и это не помешало стать песней одной из заглавных в карьере Ланы Дель Рей. 8 место. Этот культовый хит The Cranberries «Zombie» смог возглавить чарты Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Исландии, Польши и даже возглавить альтернативный чарт Billboard, но так и не попал в горячую сотню. Однако сама песня все-таки отметилась в чарте, просто уже многими-многими годами позднее, когда группа Bad Wolves записали кавер на этот трек после смерти солистки группы The Cranberries. Чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Секунду. Так вот, кавер группы Bad Wolves смог войти в чарт Billboard Hot 100 после смерти солистки группы The Cranberries Dolores O'Riordan. И переходим к месту под номером 7. Культовая песня Pink Floyd Comfortably Numb из не менее культового альбома The Wall. Песня не вошла в чарт Billboard, хотя все сходили с ума по гитарным соло. Ее многие критики называли лучшей песней Pink Floyd за глубокую лирику, за интересный инструментал. Однако ничего из этого не помогло ей отметиться в чарте. Хотя песня в итоге стала культовой и одной из самых популярных и продаваемых в истории. И номер 6 занимает... Песня Dancing on My Own от Робин уже считается по праву современной классикой, и ее альбом 2010 года Body Talk кто только не пытался попробовать перепеть, получается у всех по-разному и с разным успехом. Однако эта песня оставила после себя неимоверное влияние, хотя ей по сути всего 10 лет. Это уже такая прям классика дэнс-попа и верхушка того, что можно сделать в этом жанре. Однако, несмотря на все это, песня так и не попала в основной чарт Billboard Hot 100 и отметилась лишь
в чарте Billboard Bubbling Hot 100. Это песни, которые были близки к попаданию в чарт, но так в него и не вошли. Однако, несмотря на все это, песня все-таки отметилась в чарте, однако уже несколькими годами позднее, когда кавер на нее исполнил артист Калум Скотт, придя на прослушивание в X-Factor. Он ее исполнил в более медленной манере, лирической, и в итоге эта песня стала его короночкой и попала на 93 место в Billboard Hot 100. И место номер 5. Трек Heroes от Дэвида Боуи был выпущен главным синглом с одноименного альбома Heroes и, на удивление, в момент своего выхода не получил признания и особой популярности. Но качество взяло вверх, и с течением времени трек стал одним из главных хитов Боуи, одной из самых высокооцененных продаваемых песен в его карьере и уж точно классикой современности, да и прошлого уже тоже. Сейчас этот трек постоянно перепевают, у него выходит куча каверов, его используют в сериалах, фильмах, рекламах, поэтому песня очень хорошо всем знакома и оставила неизгладимое наследие и стала короночкой Дэвида Боуи. А на 4 месте удивлены, да? Я тоже был в шоке. Один из главных хитов 90-х, да и нулевых, и одна из самых узнаваемых песен группы No Doubt и Гвен Стефани не входила в чарт Billboard Hot 100 вообще. Однако песня возглавила множество европейских чартов. Песня возглавила чарт Billboard Airplay на 16 недель. Но, к сожалению, тут сыграли роль правила Billboard Hot 100, потому что в 90-х песня не вышла в США на физических носителях как сингл, и это не давало ей права входить в чарт Billboard Hot 100. И я думаю, если бы у нее было такое право, недель 10 она бы точно возглавляла чарт, потому что это, просто одна из культовых песен 90-х, да и нулевых тоже. Ну и что, мы подобрались к троечке, и на 3 место я поставил... Несмотря на оглушительную популярность Summertime Sadness в Европе, в России, в Украине она вообще возглавила национальный чарт. Песня так и не попала в Billboard Hot 100. Однако ремикс на эту песню записал диджей Седрик Жерве, и с ним он мало того, что вошел в Billboard Hot 100, он еще отметился в десятке, зайдя на 6 место, и этот ремикс принес ему, не Лане Дель Рей, премию Грэмми. Нечестно, очень. Лучше ли ремикс оригинала? Ни в коем случае нет. Я вообще человек, который ненавидит ремиксы. Грустно очень, однако так вот получилось, а ремикс так и остался самым успешным треком Ланы для чартов. На 2 месте у меня... Come up to meet you, tell you I'm sorry. Одна из самых популярных и одна из самых лучших объективно песен Coldplay в их карьере так и не попала в главный американский чарт, хотя неплохо показывала себя в Европе. Но все равно можно порадоваться за Coldplay, потому что песня получила такую long-term popularity. То есть, по сути, она стала узнаваемой и очень популярной на много-много-много лет вперед, и до сих пор, я думаю, ее все знают, прекрасно ее слушают на радио до сих пор. И это все несмотря на то, что песня уже на секундочку 18-й год пошел. Ну и 1 место у меня это просто легендарная композиция нулевых и одна из самых важных песен вообще в истории музыки. Да, это Эми Уайнхаус и ее легендарная Back to Black, ее заглавная песня, ее коронная песня, ставшая абсолютным хитом в Британии, в Европе, да и в Америке тоже, только не войдя в чарт и уже через несколько лет после. Я лично считаю это одной из величайших песен в истории, и я думаю, если бы я когда-нибудь составлял топ лучших песен в истории музыки, она бы точно у меня была в десятке.
И это не намек к тому, что я хочу составить такой топ, потому что я над ним, мне кажется, просто умру, потому что я еле составил топы там по годам, именно с песнями, с альбомами, как-то проще, знаете. Но эту песню я хочу отметить как действительно максимально великолепную и потрясающую работу Эми Уайнхаус и Марка Ронсона. К сожалению, в чарте Billboard она не отметилась, но ничего из этого не помешало ей стать великой, культовой, узнаваемой и потрясающей песней. Вот такой вот у меня получился топ-10 песен-хитов, которые так и не вошли в главный чарт мира, это Billboard Hot 100. Что скажете, есть ли какие-то позиции, которые вас удивили, или вы знали про многие из них? Вообще напишите в комментариях, что вы думаете, какая из этих песен у вас любимая. Мне было бы очень интересно почитать. И спасибо большое всем тем, кто посмотрел это видео. Не знаю, после перерыва вообще вернулся ли кто-то на мой канал. Извиняюсь за то, что я ушел. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.